Приветствую вас, друзья! Вот таким получился этот фасад, и в этом выпуске я расскажу о его самой завершающей стадии покраски. Приятного просмотра! Вот так получилась Пизанская башня, как я ее назвал. Ну и в принципе в целом весь дом скомбинированный в трех стилях: и дагестанский, и греческий камень, и вот такие валуны на цоколе. Обо всех этапах, предшествующих до покраски, у меня есть ролики по этому объекту. Ссылки на эти ролики будут обязательно в описании. Заходите, смотрите. Пошаговая видеоинструкция о том, как я это делал, и вы можете в принципе повторить у себя что-то подобное. Ну, друзья, если вам понравилось это видео, не забывайте в конце поставить лайк, подписаться, кто не подписан, оставить свои комментарии, свое видение этого объекта. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Сейчас немного расскажу вам о покрасочке и о техниках, которые я применял. Да, многие скажут, что у дагестанского камня, у настоящего, швы намного уже. Это правильное рассуждение, но у меня не дагестанский камень, а лишь его имитация. Нужно было повторить его формы и цветовую гамму. А швы мы выбрали немного пошире, чтобы их выделить, и они могли контрастно смотреться на общем объеме. Ну и по традиции из остатков раствора я сделал пару камешков в подарок заказчикам под зеленую елочку. Вот так выглядит после первого залитого слоя фасадик. Сейчас, конечно, показываю вблизи, не очень хорошо видно. А вот на эту стеночку я уже начал наносить второй слой. Конечно, из-за солнца яркого видно плохо, но сейчас покажу коротко смысл. Беру вот такой оттенок. Вот у меня их есть 3, но сейчас взял вот этот. Он немного темнее, чем базовый слой. И сейчас хаотично, вот немного видно, где-то тон задается чуть-чуть на камнях, но я думаю, при солнце наоборот будет все видно. Вот, друзья, наглядно показываю, как вторым слоем я прохожу, то есть заливаю уже не полностью, а выборочно заливаю камешки. Прохожу где-то по кромкам, где-то задуваю в центр камешков, а некоторые камешки практически не трогаю. Легкий, вот вы видите, да, такой небольшой темный оттеночек ложится, и таким образом у нас камни получается двух-трех разных оттенков. После подсыхания смотрю и вижу, что оттенки есть, они соблюдены. Если где-то не хватает, можно немного добавить. Далее, когда уже нанесен основной светлый тон по всему периметру, я прокрашиваю вот пилястры и потом оконное обрамление. Начинаю, конечно же, полностью с покраски швов. Все элементы, какие-то сколы, их нужно хорошенечко залить, чтобы они потом немного притемнялись. Вот. А основную массу, так как я напылял еще первым вот бежевым тоном, где-то я наношу краску более жирным слоем, где-то менее жирным слоем. И таким образом вот этот подложечный цвет, он местами проявляется и дает определенные оттенки. Такой стиль тоже можно использовать. Колеровку я здесь процесс не показываю, так как я заказывал колеровку красок в магазине. Из-за того, что объем работ у меня очень большой, и угадать с количеством замешиваемой краски было просто невозможно, и был риск того, что если не хватит немного, попасть уже точно в такой тон было бы очень проблематично, практически невозможно. Это очень-очень тяжело сделать самостоятельно, особенно без опыта. И вам советую, я
В случае больших объемов колируйте в магазине, немного дороже получается, но у вас есть уверенность. В любом случае, если краски не хватает, вы такой же тон можете всегда дозаказать, и все у вас будет хорошо и одинаково смотреться. Вот, заклеив тщательно окошко, вот здесь, если кто красит краскопультами, обязательно нужно двигаться движениями от окна наружу, а никак не наоборот, потому что все равно мелкие брызги могут попадать на остекление. Ну, если же вы не хотите завешивать все полиэтиленом. Дальше, друзья, вот здесь акцентирую внимание. Первый базовый, вот этот бежевый тон, я накладываю еще поверх коричневого после его высыхания. Тоже местами, тоже хаотично, не все заливаю. Решил выделить маленькие камешки. Ну, сейчас здесь подкрашиваю именно места сопряжения темного со светлым. И решил здесь выделить вот верхний, ну, архитрав, по-правильному он называется. Ну, все это у нас элементы оконного обрамления. И таким образом прохожу светлым тоном, потом еще завел немножечко темного оттенка и также пробежался местами выборочно. Вы можете накладывать 3, 4, 5 оттенков, сколько вам угодно. Это уже оттеняющие тона, их можно делать самостоятельно. Ну, а дальше пошел интересный кропотливый процесс прокрашивания швов. Тон я выбрал на 3 позиции темнее, нежели сам светлый основной тон камней, чтобы не сильно они были темными, но немного контрастировали и линия оттенков была соблюдена. Вот вы видите, левый нижний угол швы уже прокрашены, справа, снизу и поверху швы не прокрашены, и уже достаточно симпатичный просматривается контраст и сочетание темных швов с темными пилястрами, с цоколем, и гармонично они выделяются, не сильно пестрят, но и смотрятся все-таки аккуратно. Ну и между прочим покажу вам еще, как я исправил крылечко. Были 2 ступенечки несуразные, маленькие, я их разломал, с помощью поребрика заполнил пространство, сделал небольшую стяжку и вверх уложил керамогранит, а под ступенки сделал имитация камня. Вот такой стиль очень симпатично смотрится и достаточно практичный, и не требует больших каких-то особых навыков. Главное сделать все по уровню и использовать хороший фасадный клей, морозоустойчивый, и тогда все будет крепко держаться. Меня попросили сделать подступенки в таком же стиле, как и основной дом, и вот так это выглядит. Друзья, надеюсь, это видео вам понравилось, как и понравилось то, что я сделал. Обязательно оставляйте свои комментарии, жмите лайк, если понравилась моя работа, и самое важное, читайте описание к данному ролику. Там вы найдете ссылки на предыдущие серии, получите ответы на те вопросы, которые у вас возникают. Всегда смотрите описание к любому ролику и переходите по интересующим вас ссылкам. Вот из этого домика можно сделать такую красоту своими руками. Каменный декор любого фасада. Ну и я, как всегда, желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Мир и каменный декор вашему дому. Пока.